Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Кухня Эвелин. Если вы все еще не умеете быстро разделывать селедку, вы нашли именно то видео. Сегодня я покажу 3 самых быстрых и простых способа разделать сельдь на филе без возни. Для этого видео я купила 3 малосольных селедки. Итак, первый способ. Таким способом я разделываю сельдь уже больше 10 лет. Отрезаем голову и удаляем все внутренности, обязательно нужно очистить черную пленку. Тщательно промываем рыбку под проточной водой. Теперь удаляем хребет. Указательным пальцем ведем вдоль хребта до хвоста. Таким образом отделяется одна часть филе от всех костей. Берем вторую часть филе с хребтом и также запускаем палец под хребет и ведем вдоль до хвоста. Отрезаем хвост с хребтом ножом. Если какие-то кости остались, удаляем, хотя основная часть костей удаляется вместе с хребтом. Отделяем филе друг от друга с помощью ножа. Все плавники срезаем ножом. Начинаем удалять всю шкуру с хвоста и постепенно тянем, пока не очистим все филе. Одно филе очистили, теперь таким же способом очищаем и второе. Такой способ очень быстрый и удобный. Подробнее о нем я расскажу в конце видео. Способ номер 2. Таким способом разделывает селедку моя мама, наверное, уже всю жизнь, а я буду сегодня впервые. Удаляем голову и очищаем от всех внутренностей. Также очистите от черной пленки. Тщательно промываем рыбку холодной водой и делаем разрез от головы до хвоста вдоль хребта. Теперь руками аккуратно отделяем одну часть филе. Теперь отделяем вторую часть, запускаем палец под хребет и ведем до хвоста. Ножом отрезаем хребет вместе с хвостом. Если остались какие-то кости, все удаляем. Ножом разделяем на 2 филе и отрезаем все плавники. Теперь удаляем всю шкуру, начиная с хвоста. За счет прямого разреза по спинке вся шкура отделяется намного легче. Этот способ оказался очень быстрым и удобным, и филе получились очень аккуратными и презентабельными. Итак, третий способ разделки. Этот способ из интернета. Он набрал больше 5 миллионов просмотров на YouTube. Давайте тоже попробуем разделать селедку по этому способу. Отрезаем голову и удаляем все внутренности вместе с черной пленкой. Тщательно промываем рыбку под водой и срезаем ножом все плавнички. Теперь нужно очистить всю селедку от шкуры. С головы отделить не получилось, начинаю с хвоста. Также удаляем всю шкуру и с другой стороны. Теперь возьмите за хвост и разделите его пополам, за 2 части хвоста в разные стороны.
Таким образом, в одной руке у нас остается верхняя часть рыбы, а в другой нижняя. Берем часть с хребтом и отделяем его от спинки, запускаем палец вдоль хребта и ведем до хвоста. Если остались какие-то кости, все убираем. Как видите, у меня получилось 4 части селедки. Таким способом разделывать для подачи на праздничный стол не получится, но для шубы или салатов подойдет. Ну что, давайте подведем итоги по 3 способам разделки селедки. Первый способ. Получается очень быстро и без заморочек разделать рыбку. Выглядит филе достаточно целостно, кости почти все удалились с хребтом. У меня таким способом по времени уходит от 1 до 2 минут. Второй способ. Данный способ разделки является самым правильным по всем обучающим кулинарным книгам. И разделывая таким способом, я была приятно удивлена, так как с первого раза у меня получилось разделать селедку до 2 минут. С хребтом удалилось почти все кости, филе выглядит очень привлекательно и целостно, ну и самое главное, что этот способ очень быстрый и удобный. И, наконец-то, третий способ. Разрывая хвост пополам и разделив таким образом рыбу, легче разделка от этого не стала. Мне точно так же нужно было отделять хребет руками, и все эти манипуляции мало оправданы. Часть костей осталась на филе, и этот способ не подходит для подачи на стол, а только для салатов. И по времени оказался не самым быстрым. Но это исключительно мое мнение. Моим фаворитом стал второй способ разделки. Спасибо моей маме за этот супер вариант. Выбирайте для себя самый удобный и быстрый способ разделки. Пишите об этом в комментариях и обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр. Пока!